Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Таро прогноз на декаду, на 10 дней, с 20 по 30 ноября. Давайте узнаем, чего ждать в этот период. Или вас, мои дорогие, что же ждет с 20 ноября и до конца месяца, с чем это будет связано. И у нас первая колода карт – это 78 дверей. Двери открыты или закрыты. Каковы ключи? Может быть, куда-то мы и сами не пойдем, а кто знает, может быть, и ключи искать придется. Это потоковая информация, мы не задаем вопросы, а позволим картам нам немножко прояснить, какие события будут оказывать влияние на вас, а в каких сферах жизни придется принимать важные решения. Итак, открыты двери или закрыты? Что нужно услышать? Первый знак судьбы, первая карта. Что нужно услышать, что важно знать для вас, второй, третий. Так что же случится? Возможно, это как ключевое событие или что-то происходит в мире внешнем, но на вас тоже оказывает влияние. Вот тут идет все к какому-то итогу. Смотрите, карта суд. Называется страшный суд. Здесь просто суд. И суд вовсе-то и не страшный, а тут что-то идет к своему логическому завершению. Или какая-то ситуация как к логическому разрешению, может быть, не именно завершается. Тут всему свое время, потому что старший аркан как раз и говорит о том, что, ну, наверное, как внешние силы и обстоятельства, по крайней мере, до конца ноября на вас оказывают влияние. Тут не только с позиции, чего бы мы хотели или не хотели, а тут именно обстоятельства, которые вам приходится учитывать. Ладно, я оставляю эту карту, но достану, пока не открываем. Так что же скоро случится или произойдет? Чего ждать? Что тут скоро? С 20 по 30 ноября. Неожиданности, неожиданные события. Может быть, это связано с какой-то новостью, информацией или документом, а может быть и с человеком. Что прояснится, зачем все это было нужно и к чему это все идет. Достанем 3 карты по основным сферам жизни. И первая – это сфера личной жизни, любви и в целом взаимоотношений. Чего ждать в сфере финансов? Ну и что ждет в сфере ваших достижений, планы, работа, может быть и перемещение, важные встречи, согласования, документы. Давайте будем узнавать первый знак судьбы. У кого-то это человек, которому нельзя доверять. Увы. Паж кубков вроде бы и добрая карта, но добрая она, знаете, ровно настолько, ну, как на какой-то короткий момент времени. Да, это может быть человек, который нас чем-то вдохновляет, или просто новость. Пажи – это вестники. Какая-то весть, которая приятна. Ну, приятно слышать, но мы понимаем, что время пройдет, и знаете, как пробуждение может быть, потому что по этой карте все-таки идут ненадежные люди, если мы говорим о людях конкретно. Те люди, которые, ну, вот так бредут немножко сами по себе, сами не знают куда. Увы, в нашей жизни тоже бывают, встречаются такие персоны. И, может быть, это тот человек, с кем вас ведет судьба, но вы его еще пока хорошо не знаете. Ну, понятно, тут тогда и доверие, пока речь не идет. Но, тем не менее, взрослый человек, хоть по пажам иногда идут и наши дети, но на карте представлен взрослый человек. Он якобы с лозой ищет воду. Колода современная. И уже в нашем современном мире множество способов найти воду, правда? Поэтому, ну так изобразил художник, есть какая-то ненадежность, как будто человек убивает время. И вроде бы это, знаете, могут быть и люди, которые готовы с вами сотрудничать, к примеру, да, или им нравитесь вы сами. Каким-то образом они хотят быть рядом с вами, мои дорогие, потому что в вас могут видеть силу, какие-то свои приоритеты или продолжения, или теоретически даже какие-то бонусы. То есть могут быть люди, те, которые нам ничего не дают взамен. Вот интересно, давайте я достану дополнительную карту. Если мы говорим в целом о настроении, то вот эта карта хорошего настроения. Но ведь иногда это и с персоной может быть связано. Что это? Не случайно я все сказала, что следовало, потому что
Верховная жрица, она призывает слушать свою интуицию и несколько себя беречь. И, кстати, не проболтаться о своих планах. Молчание нас буквально бережет. И по этой карте, это карта независимого человека, но независимость не та, которая через доказательства, а которая скорее словно в тень отступает тогда, когда видит, что либо тучи сгущаются, либо, ну, как знаете, какой-то спор может перейти в перепалку. И в этом споре, увы, истина не родится. И правильнее себя сохранять. Слушайте интуицию. У нас время такое, ноябрь месяц, когда что-то не укладывается в наше сознание. А интуиция, как раз ваша душа мудрая, будет давать правильные подсказки. Точно? Два старших аркана. Может быть, это вокруг вас вот знак судьбы, вот кому это импонирует, у кого перекликается. Если вы сейчас находитесь и вправду в какой-то небезопасной обстановке. Или обстановка вроде безопасная, но вы где-то интуитивно чувствуете, в любой момент может что-то измениться. И вы сами продумываете, ну, какой-то такой путь, как альтернативный. Вы понимаете, что я буду делать, если вот правда будут приняты какие-то условия или условности. В результате обстоятельства складываются не в мою пользу, мои действия. Вот кто-то из вас сейчас об этом продумывает. И карта Луна говорит о том, что нам как будто нужно попасть вот за эту дверь. И дверь она у нас под наклоном, потому что это как бы дверь в Пизанскую башню, как известно, падает. Падает, падает столетия, но все стоит и, по-видимому, еще столько же столетий простоит. Нет выбора, понимаете? Может быть, мы бы и пошли в другое место, а вариантов у нас действительно сейчас либо решить какой-то вопрос, либо куда-то отправиться. Может быть, у вас и есть, у кого-то из вас есть размышления по поводу даже переезда или какого-то ожидания, которое, ну, словно ни тпру, ни но, вот никак не развивается. Какая-то ситуация, она подзастряла явно. И в целях самосохранения нужно пользоваться тем методом, который есть. Но даже для того, чтобы туда попасть, хамелеон, страж двери, ключей нет. А вот договариваться с хамелеонами придется. Где-то, я об этом уже сказала, переложите это на вас самих. Может быть, это у кого-то, как знаки судьбы, по верховной жрице, к примеру. Ну, бывает иногда любовные треугольники. Для вас, мои дорогие девочки, это может быть неожиданная беременность. Но кому это соответствует по возрасту, по целям, может быть, да, тут и такое тоже у кого-то может проиграться. Тогда все на самосохранение, мои дорогие, идет. Тут, правда, нужно какой-то хитрый и мудрый одновременно план, как же вам действовать и себя сохранять, и буквально находиться в безопасности. И я бы еще сказала, добавила по аркану Луна, избегайте толпы. Если что-то подобное проигрывается, вот какая-то сложная ситуация, даже по работе, то мы тоже храним молчание, оно нам явно помогает. Мы, знаете, не принимаем чье-то чужое мнение на веру. Это железно, с учетом аркана Луна. А бывает и на работе у нас какие-то группировки, да, коалиции. Одни за, другие против, одни одну какую-то там идею двигают, другие другую. Вот вам и не направо, и не налево. Вам немножко самим по себе. И так как-то надежнее, понимаете? Видимо, хитрить придется, так и хочется сказать. Другого выбора нет. Обстоятельства так складываются. А может быть, еще и люди. Когда вы ведь люди интуитивные, поэтому вы каждого можете как считывать. Человек еще рта не открыл, а вы уже поняли. И если вы чувствуете, что некоторым персонажам нельзя доверять, поверьте, вам не кажется. Нужно смотри в оба, что называется. Второй знак судьбы. Два пажа. Приготовьтесь к тому, что вестей каких-то будет много. Может быть, это и документы, может быть, у кого-то звонки, телефонные разговоры, а может быть и буквально к вам в дом кто-то придет. Будьте к этому готовы. Конечно, по этой карте у нас есть двое, да? И мы можем находиться с позиции любого героя. Это вы можете прийти к кому-то с предложением. Что-то вы проанализируете и, ну, даже банально,
поймете, что какой-то человек, вот отношения с ним, они для вас в данный период времени имеют какую-то тенденцию, перспективу, могут быть полезны. И тогда вы будете устанавливать дипломатию. Но точно так же вы, как та девушка, когда открывает дверь и видит, что вот какой-то человек на пороге. Но это может быть буквально как пакет, документ. Ну, или в нашу цифровую эпоху, то, что вы получаете в email или в одном из мессенджеров. Но мы еще ведь пока, опять же, не знаем, что человек вот там припрятал за спиной, поэтому будьте осторожны. Что это? Ну, если мы говорим 2 пажа и 2 вести, вот если просто так, да, мы возьмем как чисто информацию, новость, которая приходит на наш порог, в нашу жизнь любым путем, звонком, документом или просто новостью, которая в средствах массовой информации. Вот одна, когда нужно точно себя беречь, она вам дает какие-то интуитивные, может быть, даже подсказки, рассмотреть явно альтернативный какой-то вариант. Вот вы себе этим помогаете. А потом следом будет прояснение, мои дорогие, вот я вижу. И еще какую-то информацию, может быть, чуть позже вы получите. И словно по судьбе вы можете себя поблагодарить, что вовремя с чем-то сориентировались. Давайте посмотрим третий знак судьбы. Основная задача не застрять. Вот я говорила, да? Управлять ситуацией. Не делать так, как вы делали, не поступали прежде. Человек толкает стеклянную дверь в надежде, что она откроется. Более того, он еще и стучит и барабанит, привлекает к себе внимание. Никому нет дела, все проходят мимо. Одна девочка смотрит на него, и то она воспринимает как игра. Какой-то период, как минимум до конца ноября, нужно рассчитывать на самих себя, это факт. Потому что любопытство у людей вы вызывать можете. Сказать, что кто-то действительно вам приходит на помощь. Мои дорогие, ну почему-то такой расклад. Нет. Тут самому нужно просчитать, но у вас для этого есть ресурсы. Наверное, ваша интуиция, ваша чуйка, мои дорогие. И в принципе ничего ж не мешает. Просто дверь открывается в другую сторону. Ее нужно не толкать, а потянуть на себя. И она легко откроется. Не быть во власти иллюзий. Ну, словно нужно проснуться, понимаете? То, что мы представляли раньше, или то, что раньше было обещано, или то, что вот, может быть, даже события развивались и вроде бы уже подходили к какому-то итогу, а здесь придется опять что-то поменять. Именно потому, что вы узнаете что-то. Как правда открывается, или вы услышите случайно какую-то новость. Двойка жезлов. Посмотрите, дверь закрыта, да? Но это не проблема для вас, вот как для этой девушки. Она словно телепортируется и случайно слышит то, что никто не предполагал будет услышано ею. Вы понимаете? Конечно, это как на уровне интуиции, ваши предположения и холодная голова с просчетом. Может быть и математическим расчетом. Может быть и альтернативный вот этот вариант. Здесь на себе нужно обязательно сконцентрироваться, потому что то, что вы слышите, это не просто это получение новости, а вам, как судьба, направляет додумать это, переложить на свою жизнь. Почему-то любая новость, услышанная вами, она вам служит той или иной подсказкой на будущий период времени правильно сориентироваться. И куда-то не пойти или не поехать. Как будто вот по пятерке жезлов я могу также, кстати, сказать, что вас, к примеру, кто-то может втягивать в какой-то процесс, к чему-то уговаривать. Вот, кстати, да, и аркан Иерофант может говорить о том, что вы как экзамен жизненный сдаете. Но конкретный человек, который вам что-то обещает, к примеру, да, вы можете столкнуться теоретически с тем, что вы начнете участвовать в каком-то деле, потом останетесь один на один, и вот словно вот эту кладку, которую человек решил пробить, а карта нам говорит, то, что тебе откроется взору, это тебе может не понравиться. Нет гарантии. Сбивчивая информация я часто называю пятерка жезлов, информационный хаос, какая-то путаница, кутерьма вокруг вас.
Ну вот, пожалуй, единственное, на что вы можете опереться, только те люди, которые у вас уже проверенные. И ваша интуиция. Ну вот почему-то такой период жизни. Хотя на вас, мои дорогие, надеяться могут другие. Вот это точно. Что вы кого-то выручите, вы кого-то поймете, а вы как раз и умеете понимать. Но тут немножко время думать о себе самих. Может быть, и о своих любимых, о своих детях. То есть вот о том, что максимально составляет вас и того человека или тех людей, как, знаете, единая общность. И таких людей не бывает много. Поэтому сконцентрируйтесь отчасти и на своей личной жизни, ну и на каких-то последующих планах, одновременно продумывая, что я буду делать, если что-то будет меняться. А что это такое? Что же там скоро случится или произойдет? Знаете, у кого-то это может быть даже... Вот вы сейчас смотрите видео, восьмерка мечей– это всегда карта искаженного восприятия. Кто-то из вас сейчас думает, да я вот уже чувствую, что, ну, как погода будет меняться, словно ветер уже перемен дует. И вот просто непонятно, когда же кульминация произойдет. Тут, знаете, такая невидимая кульминация, которая будет зависеть от вашего одного решения. Конечно, по тузу мечей тут тоже могут нам говорить о том, что это сама по себе именно новость, какой-то новостной поток, который для вас проясняет то или иное дело. Получение документа, выход из лабиринта я часто называю, но ведь это еще карта, когда мы тоже определились, когда мы понимаем, что то, что, возможно, мы продумывали прежде, оно так не пойдет. Нам приходится видоизменять или от чего-то отказываться. Тут как по судьбе у вас какая-то идет история. И опять же, семерка жезлов. Вот как в этой карте. Человек непонятно, не то открывает этот грот, не то закрывает. И я сказала только что вот вы сами, ну и какое-то совсем-совсем ближайшее окружение. Кого вы можете в этот грот теоретически впустить, ну и практически, наверное, тоже. А остальные, чем меньше о вас знают, тем вам спокойнее спать. Тем больше у вас удастся осуществить, тем меньше будет помех. Что это еще? Ну вот понимаете, как все направлено, праздник после победы, на стабилизации какой-то обстановки. Может быть, у кого-то это и по работе. Тоже как-то вам нужно, ну как вот 4 столпа, 4 жезла, да, и организовать, может быть, самому адаптироваться или занять как вот это место, да, вот как по аркану Луна, мы словно ищем место нашей безопасности, я говорила. И вот четверка жезлов это так и есть. Потому что, да, дверь закрыта, но все, кто надо, они в сборе. Возможно, это для кого-то из вас и будут напрямую вопросы с вашим домом, жилищем, какие-то согласования, и с этим сопряженные какие-то путаницы, ожидания, может быть, и обещания, а потом какие-то переносы. Явно тут есть какая-то, ну, знаете, история в затяжку или история, в которой, знаете, как уравнение с множеством неизвестных. И вроде бы предпосылки были прежде, а потом вот пошла вот эта кутерьма и путаница. Но тут есть тенденция как раз выйти из этого лабиринта, что-то завершить. И я бы тогда сказала, вот себя сохранять и чувствовать, слышать свою интуицию, не допускать себе самокопания, сомнения в самом себе. Или когда вам тут со стороны будут давать советы, и вы кому-то верите больше, нежели своей интуиции. Вот тут именно это доверие всем, но только не самому или не самой себе. Когда начнете додумывать какую-то ситуацию и уйдете от реальности, потому что тут все решается в реальной жизни. Есть все-таки возможность или, может быть, и есть какое-то дело, от которого нельзя отказаться. Потому что это уже как запущенный механизм по судьбе, мои дорогие. Но в том-то и дело, в двух вроде направлениях мы не пойдем, а у вас как будто именно две каких-то задачи. И вот одна задача, она будет альтернативно решаться. А второй какой-то вопрос, он более так конкретно, обстоятельно и словно по судьбе. Все неоднозначно, поэтому и подходы, мои дорогие, вам нужно иметь самые разные.
и быть готовым корректировать планы. Неожиданности, неожиданные события. Принцесса жезлов. Это как служанка в ожидании. Ну, так вот именно названа эта карта. И, может быть, эти вот как раз обещания, они и были связаны с каким-то человеком, и была история определенная. Вроде бы карта говорит, хорошие новости издалека, какое-то захватывающее предложение, что-то нас вдохновляет. Может быть, это у кого-то из вас действительно путешествие куда-то очень далеко с большим каким-то переездом, у кого-то с семьей. И, может быть, это вы планируете. Но вот вроде бы что-то, как механизм пошло работать, разворачиваться, вот это колесо истории, а потом раз и тебе ожидания. И потом никуда ничего не идет. То есть это как, знаете, какая-то пауза. Давайте еще. Неожиданные события. Что неожиданно? Король кубков. Правда, какое-то ожидание? Ведь по королю кубков тут тоже вот именно в этой карте дверь открыта, все открыто, но ожидание. А шестерка мечей – это карта успеха. Как-то вот все неоднозначно, мои дорогие. По шестерке мечей вообще заслуженный этот успех, который придет вот не буквально в эту декаду. Нет, это мы как первые шаги делаем в каком-то деле, в поиске информации, освоение, может быть, как неожиданно, когда вам придется перестроить свою работу. Кто-то будет как дополнительный заработок на дому, кстати, искать. Работа в интернет, особенно в этой колоде, вот нам конкретно говорят. А для кого-то из вас, если правда есть необходимость именно в переезде, или когда вы, ну, как ищете место своей безопасности, да, вот мы с вами говорили, и собирались ехать в одно место, а здесь вы можете что-то переиграть и поехать совсем другое. Вы будете действительно рассматривать неожиданно даже те варианты решения вопроса или чтобы завершить какое-то ожидание, чтобы, ну, у вас что-то в вашей жизни было более четко, понятно, спрогнозируемо и одновременно для вас более устойчиво. Но при этом, при всем, ваши планы, они могут корректироваться. Поэтому вполне вероятно и вам где-то придется быть готовым, но быть легким даже на подъем, я бы сказала. Потому что этого требуют неожиданности. Кстати, у кого-то из вас может быть такая ситуация, что даже новости, которые вы получаете, или предложения, для кого-то это именно единственный вариант решить какой-то свой вопрос. Но обдумывать вы будете, насколько я могу этому доверять, или насколько, как степень риска. Что прояснится? Но вы как во власти высших сил, так и фортуны. С одной стороны, карта тоже говорит, не теряй времени даром, потому что колесо – это всегда цикл. И мы знаем, что колесо идет наверх, потом оно как достигает пика наверху, а потом неизбежен будет спад. Вот у вас сейчас что прояснится, к чему все идет? Вот тут вы и узнаете, для чего это все было нужно. Явно тут есть какая-то дорога, скажем, дорога судьбы. Или какое-то конкретное дело, связанное с перемещением. Может быть, это информация. Вы это все как будто должны проиграть на его в реальности вашей жизни. И чего-то не упустить. Тут не получится, наверное, знаете как? Сколько бы ты тут ни думал, ты так и не определишься, что это для тебя будет в конечном счете означать, пока ты не приступишь к исполнению какого-то плана. Так что это прояснится или к чему все идет. Мне даже сложно представить, про что. Что-то завершается. Но я вот и говорила, что придется корректировать. Я надеюсь, все правильно понимают, что это не про смерть, это карта трансформации. Но один какой-то путь, он не имеет никакого смысла. По крайней мере, если есть выбор, но два старших аркана может также свидетельствовать, могут, точнее, вот эти две карты, что какие-то процессы, как какой-то порядок прежний, это тоже завершается, перестроиться нужно. Но я могу сказать, высшие силы вам помогают. Может быть, была какая-то путаница из-за денег, кстати. Или откуда к вам приходят деньги.
Может быть, это долгая тема, которая тянулась длительный период времени, а теперь как к развязке подходит. А что это для вас? Зачем это все нужно было? Ну, правда, какая-то перезагрузка, внимание к деталям по рыцарю Пентаклей. Кстати, я должна сказать, в моих раскладах, как и шестерка Пентаклей, она где-то это подразумевает, и рыцарь Пентаклей. Вот смотрите, вы могли, допустим, или можете нуждаться в решении какого-то вопроса. Или если у вас финансовая ситуация такая затруднительная, тогда карты будут говорить, что в вашем окружении есть человек, который вас как будто выручит. Ну, надолго, ненадолго, это уже другой вопрос. Тут тот, который может выручить и деньгами, и как будто, может быть, даже два человека, а может быть, это один человек, который может дельный совет дать. Не советы постороннего, а именно те советы, которые можно переложить на практику. Вот помощь кого-то у вас есть. Вам, возможно, придется с учетом колеса фортуны. Вам тогда фортуна будет в какой-то ситуации как будто помогать в виде определенного человека. И кто знает, может быть, это для вас будет даже где-то неожиданно. Хочется сказать, всех впускать, никого не выпускать. Но и я бы хотела так сказать. Но тут есть такие карты, когда нужно быть самому по себе. Какая-то запутанная ситуация, правда. Может быть, она стремится к развязке. Или, может быть, обрастает какими-то новыми новостями, новыми событиями. И пока до этой развязки дойдет, вам нужно и себя сохранять, но при этом четко понимать, чего же вы хотите достичь. Кстати, если мы говорим о конкретном человеке. Тут правда, какая-то помощь у вас может быть. Но это совсем может быть не тот человек, на которого вы прежде рассчитывали или о котором вы думали. Иногда это поддерживают те люди, на которых мы как раз даже и не предполагали, у нас и в мыслях не было. Ладно, давайте посмотрим, что ждет сфера личной жизни. Тут любовь. Поэтому я уже говорила, может быть, это как пара или ближайшее окружение, ваша семья, ваши дети, ваши родственники. Ну, самые близкие имеется в виду, как супруги. Все-таки у нас карта любви. Может быть, тут как раз и согласование. Может быть, мы все-таки взаимоотношения тоже спрашивали. Может быть, как и примирение. То есть, в принципе, сама по себе карта в очень добрых энергиях, когда у вас все получится. Может быть, эта карта будет говорить, что в целом какие-то дела семейные вам придется решать, и вы для этого будете достаточно ресурсны. Но так или иначе, карта любви, она не подразумевает, что у нас какие-то синкопы тут идут. Это точно. Ну, давайте достанем еще одну карту. Вот тебе и синкопа. Пятерка мечей. Ну, тут тоже так, ведь это первая победа или какой-то конфликт. А первая карта у нас двойка чаш. Поэтому даже если у кого был этот конфликт, мы можем примириться, кстати. Где-то планетарно это точно так же. Закопать буквально, как и топор войны, и так, и как будто вот эти три меча уже вонзили в землю, и три мудрых птицы. Филин, ворон и сова восседают. Мы делаем выводы, понимаете, вот эта карта здорового равнодушия. Это на данный период времени здоровое равнодушие. Мы видим проблему без эмоций, а прежде это как израненное сердце. А тем не менее, тройка, карта будущего говорит, а ты смотри все-таки вперед, с позиции прогресса. Я могу допустить, что кто-то не собирался мириться, а тут как-то еще и внешняя обстановка требует того, найти взаимопонимание. Помириться, правда. Какие-то не просто шероховатости или острые углы, а тут и помириться, и договориться, и осуществить какой-то проект вместе. Ну, вообще, добрые карты. Именно завершить какую-то путаницу и разочарование. Сфера финансов. Чего ждать? Работы будет много, мои дорогие. Приготовьтесь к этому. Но как будто нам высшие силы дают как раз и энергия, и выдержать вот этот вот напряженный, да, труд, если мы говорим о финансах. И при этом все же десятка жезлов говорит, ту работу, которую может выполнить кто-то другой, делегируй.
оставь для себя самое что-то важное. То важное, которое зависит целиком полностью от тебя. Что не сделает, не выполнит никто. А вот какую-то рутину по возможности. Береги свои силы и перепоручи. Но, в принципе, какой-то ваш план у вас получится осуществить. Хотя и сил понадобится достаточно много. Ваши достижения. Четверка чаш – это карта как бесконечный дождь. И уже глядя на все то, что мы с вами рассмотрели, понимаете, тут, наверное, не совсем о прогрессе. Именно вот в эту декаду, согласитесь, это небольшой период идет речь. Почему? Потому что тут ничего не меняется. А ваше внимание, оно как будто будет в другой плоскости, потому что есть темы согласования личной жизни, какие-то контакты очень важные. Может быть, и вопросы дома, вот мы с вами говорили. Может быть, и вопросы денег, откуда к вам приходят деньги, какие-то проекты, или, может быть, какие-то перемещения, какие-то и метаморфозы. И как бы сами по себе достижения тут пока не идут в прогресс. Тут вас что-то может отвлекать, что для вас тоже неожиданно. Или переключать, вот как по аркану Луна, себя сохранять одновременно Верховная Жрица. И, может быть, и вы будете что-то ставить на паузу. Давайте достанем карты. Вы знаете, тут всему свой срок. Может быть, не с первых дней. Или пусть это будет, мои дорогие, уже с заходом на декабрь. Значит, у кого-то перемещения, дороги, поездки могут несколько отложиться на сколько-то времени подальше, вперед. Потому что все-таки у кого из вас что-то было запланировано, скорее всего, вы это будете осуществлять, пусть в другом направлении, но как бы поездки будут, какое-то продвижение оно будет. И если сейчас пауза, то по аркану колесница, то это карта скорости, это карта успеха, когда мы буквально не оглядываемся назад. Но, может быть, вот на тот срок, который мы с вами смотрим, здесь пока не все так быстро, не все в те сроки, а с какими-то замедлениями идет. А как будто старший аркан нам еще добавляет, что все случится и произойдет в свое время. Вот как по судьбе. Страшный суд или в этой колоде просто суд. Также и аркан Иерофант, невидимые силы приводят в движение ваши планы или то, что вы хотите осуществить, или куда вы хотите поехать. Но у высших сил на это собственное расписание, хочется сказать. Поэтому вам это придется учитывать. Я могу точно так же допустить, что вам и свои планы придется корректировать. Нежданно-негаданно, как будто вот сидели, смотрели в окно. И вдруг услышим новость, и нам придется быстро собраться, подпоясаться и куда-то поехать. Вот, кстати, или что-то переиграть. Ведь по аркану колесница мы ведь планы-то тоже свои достижения корректируем. Потому что планы были прежними. Обстановка тогда была одна. А по аркану колесница тут тоже сами по себе перемены, мои дорогие. Очень интересный жизненный этап, и я буду благодарна вашим комментариям. Я всегда с удовольствием, мои дорогие, читаю ваши душевные комментарии. Не всегда, правда, отвечаю, у меня просто не хватает времени. Но поверьте, читаю я все. И вот вы четвертый знак зодиака, для кого я делаю видео на последнюю декаду ноября. Вы поверите, у всех какая-то путаница. Совершенно неожиданно, поэтому видео несколько затягивается по времени. И поэтому я трижды буду благодарна, если вы найдете время черкнуть, может быть, пару строк уже в декабре. Вообще, что это было? Мне самой интересно, ей-богу. А я вас хочу пригласить на свой сайт «Коридор возможностей». Я недавно опубликовала статью, есть там и другие статьи, но в «Коридоре возможностей» я описываю именно этапами ближайшие где-то полгода и четкий этап, где, что и как, с учетом планетарных транзитов. Перейдите, прочитайте. В зависимости от ваших планов, я думаю, больше будет и подсказок. Оставайтесь со мной, мои дорогие, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.